Жуть какая! Это же вырванные глаза! Всем привет! Я Анна Оськина, и сегодня будет жуткий мастер-класс с жутким напитком в котле и бокалах. В чем это они плавают? Это же слизь, точнее лизун. В комментариях вы предлагали сделать напиток, и были запросы на варево с глазами. И мне эта идея показалась очень интересной для Хэллоуина, поэтому я выполняю ваш запрос. Посмотрите, какой крутой наполненный стол у меня уже получился, сколько вещичек. Чего еще не хватает? Пишите в комментариях. Вас ждут еще 2 мастер-класса, посвященных Хэллоуину, и обзор всех сделанных к этому празднику вещичек. Ставьте лайки, если вам понравилась эта серия, если вам нравятся жуткие вещички в стиле Monster High. И подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. А еще Злата с канала Бухты-Барахты сняла для вас веселый DIY к Хэллоуину, а также покажет, как клоун Оно может быть милым и забавным в своем косплее. Поддержите Златика подпиской и лайками, ведь ее канал реально крутой. Рекомендую, ссылочка в описании под видео. Но переходим же скорее к мастер-классу. Для глаз мне понадобится белая полимерная глина. Катаю длинную колбаску и нарезаю на много примерно одинаковых частей. Каждую из этих частей катаю в шарик. Каждый шарик отдельный глаз. Вот столько будущих глаз у меня получилось, и отправляю их запекаться на 15 минут при температуре 110 градусов. Когда глаза запеклись, раскрашиваю их акриловыми красками, потому что акриловые краски не растекутся, они не боятся воды, и их можно будет использовать с лизуном. Я подготовила смятую фольгу, чтобы класть на нее глаза, чтобы они не разлетались в разные стороны. Беру пинцетом один глаз, рисую на нем кружок. А затем вокруг этого кружка красной акриловой краской рисую полосочки, трещинки на глазах. И так на всех глазах. Рисую кружочек карандашом и трещинки, полосочки красного цвета. Когда красный цвет высохнет, нужно сделать радужную оболочку. У меня глаза будут 2 типов – голубые и зеленые. Для этого я выбрала тоже акриловую краску и закрашиваю нарисованные карандашом кружочки зеленым и голубым цветами. И жду, когда акриловая краска высохнет. Когда высохнет зеленый и голубой цвета, нужно поставить зрачки черным цветом. Я их делаю также акриловой краской тонкой кисточкой. И когда краска высохнет, глаза будут полностью готовы. По желанию вы можете покрыть их лаком, чтобы они были еще и блестящие. Но я их все равно буду заталкивать в лизуна, поэтому не вижу в этом особого смысла. Для котелка я выбрала блестящую темную полимерную глину, чтобы получился эффект металла. И мне понадобится круглая лампочка. Раскатываю пласт толщиной примерно 2 мм, не очень тонко, и накладываю этот пласт на лампочку. Хорошенечко прижимаю, приглаживаю, чтобы получилось в один слой без складочек, без нахлестов. Аккуратненько обрезаю лезвием, и не забудьте поставить дырочки для крепления с 2 сторон. Их делаю деревянной зубочисткой, либо можно иголкой или спицей. И отправляю котелок прямо на лампочке запекаться, так же как в видео про тарелки. После выпекания нужно снять котелок. Чтобы легче было снимать, я по краям немножечко поддеваю его иголочкой и провожу иголочкой по всему котелку, между котелком и лампочкой. И пластика легко снимается. Но котелок получился не очень ровненький, поэтому его нужно немножечко обработать, подшлифовать. Я делаю немного закругленный край и подравниваю его. Мой помощник, конечно же, тут как тут. Затем протираю котелок влажной салфеткой, чтобы не было пыли. И небольшой лайфхак. Чтобы полимерная глина выглядела глянцевой даже без глянцевого лака, можно натереть ее маслом. У меня есть масло для ногтей, это очень удобно, но с кисточкой я наношу кисточкой масло на котелок и натираю ватным диском. Но можно использовать абсолютно любое масло, растительное, подсолнечное, Johnson's Baby, в общем, какое у вас есть. Главное, не переборщите с маслом, чтобы котелок не получился жирным. И тогда пластика будет блестеть даже без лака. Подготавливаю инструменты для сборки. Это 2 колечка и проволока.
Колечки я закрепляю на те отверстия, которые сделала еще до выпекания. Также беру толстую проволоку, загибаю ее. Лучше всего загибать вокруг какого-то круглого предмета, какого-то флакончика, какой-то круглой баночки. Так получится гораздо ровнее. Отрезаю лишние концы проволоки и инструментом круглогубцы делаю колечки на концах. Но у меня белая проволока, к котелку такая не очень хорошо подходит, поэтому я окрашиваю эту ручку черной акриловой краской. Прямо аккуратненько, равномерно закрашиваю всю поверхность ручки. И затем, после того, как краска высохнет, можно присоединить ручку к котелку. Вот такой классный котелочек у меня получается. Но какой же напиток без бокалов? Для бокалов я использую фурнитуру для бижутерии. Это концевики чашечки. Они уже имеют форму чашечек, и они нужны для того, чтобы заправлять туда толстые шнурки, толстые жгуты. И использую канцелярские кнопки в виде гвоздиков. Зажигаю свечу, нагреваю металлическую часть кнопки над свечой, держу за пластиковый конец, а затем металлическим инструментом убираю эту иголочку. Ни в коем случае не делайте это руками, потому что металл все-таки нагревается и становится очень горячим. Для этого нужно использовать инструмент, плоскогубцы, круглогубцы, то есть что-то, чем можно захватить, хоть пинцет. Металл нагревается, нагревает пластиковую кнопку и легко вытаскивается. Но место вытаскивания этого гвоздика получается неровным, поэтому я подшлифовываю его пилочкой для ногтей. После этого убираю всю пыль и беру суперклей. После этого убираю всю пыль и беру суперклей. И суперклеем склеиваю чашечку и ножку от кнопки. Убедитесь, что она хорошо стоит. Получается уже нормальный такой стаканчик, но так как у меня такая хэллоуинская тематика, мне хочется, чтобы бокалы были черные, поэтому этот стакан, этот бокальчик я окрашиваю черной акриловой краской. Сначала нижнюю часть, жду когда высохнет, затем верхнюю часть. Внутри не окрашиваю. Вот такие классные черные бокальчики у меня получаются. Ну а дальше я решила сделать лизуна. И сразу забегая вперед, хочу сказать, что у меня нифига не получилось. Итак, я взяла канцелярский клей, жидкость для линз и соду. А окрашивать лизуна решила старым фломастером. В емкость я вылила канцелярский клей, добавила краситель, все перемешала. Добавила щепотку соды, и сода свернулась в какие-то небольшие хлопья. Я добавила еще соды, мешала, ничего толком не изменилось. Наливала жидкость для линз, но тоже ничего абсолютно не менялось. То есть он как был жидким, так и оставался, ничего не свернулось. Плюс Макс постоянно хотел все это сожрать. Это, конечно, было фиаско. Потом я решила, что, наверное, это какой-то неподходящий клей, и сбегала в магазин за другим клеем. С этим клеем получилось лучше. Тут я решила немножечко изменить способ. Я в отдельной емкости смешала клей, подкрасила его фломастером, налила жидкость для линз, и клей действительно стал гуще, и он стал собираться как будто бы в лизуна. И я подумала: вау, сейчас у меня все получится! В отдельной емкости я приготовила раствор соды, очень концентрированный. Вы видите, что вся сода даже не растворилась у меня в воде. Но когда я этого лизуна сбросила в раствор с содой, у меня получилось... Ну, я не знаю, что это получилось, но это точно не лизун, это получились какие-то сопли. Ребята, реально, как вы это делаете? Вы не представляете, у меня все вокруг было в этом лизуне, в этом клее, у меня стол вокруг был в лизуне, у меня все руки были в этом лизуне. Это просто жесть, это самая настоящая слизь. Потом эта слизь начала немножечко густеть, и получились какие-то кишки. Ребят, кто знает нормальный рецепт лизуна? Получался ли у вас лизун по этому рецепту? Только напишите, пожалуйста, ваши личные впечатления, неувиденные где-то. Я не знаю, буду ли я делать еще лизуна,
Как считаете, стоит ли мне продолжать эту тему? Может быть, я поборю ее, но поэтому я решила забить на это дело и взяла готового лизуна, которого я купила в киоске за 30 рублей. То есть он даже дешевле тех материалов, которые я потратила на этого лизуна. Итак, беру готового лизуна и вставляю на него вырванные глаза. И растягиваю. По-моему, получается очень классно. Мне вообще очень понравилось ставить в лизуна вот эти глаза и помять. Получилась действительно клевая жижа слизь. Не то, что у меня получилось, то, что я пыталась сделать лизуна. По-моему, выглядит очень круто, и я бы хотела, чтобы у меня получилось что-то типа вот этого, а не те сопли, которые получились. И когда я все совместила, лизуна, вырванные глаза, котелок и наполнила бокалами, украсив их глазками, у меня получился просто замечательный комплект. Все, что я уже делала, я расставила на столе. Получился действительно клевый хэллоуинский стол. Тут и торт, и капкейки, тематические тарелки, чашки, котелок. Все это очень круто выглядит и очень страшно, жутко, по-хэллоуински и в духе Monster High. Мне кажется, этот праздник отлично подходит в вселенной Monster High. И можно делать клевые вечеринки в этом стиле. И для кукол, и для себя. Несмотря на мой небольшой эпик фейл с лизуном, я очень надеюсь, что вам это видео понравилось, что вы дадите мне советы и напутствия, как же мне сделать лизуна. Хотите ли вы вообще, чтобы я сделала его и чтобы поборола эту тему? Или лучше стоит довольствоваться покупным? Ставьте лайки, чтобы поддержать меня. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы, которые будут совсем скоро. А я желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого прекрасного настроения. Даже если у вас что-то не получается, не расстраивайтесь. Ведь все равно замечательно. И до новой встречи!